Привет, друзья! Недавно мне удалось приобрести еще один редкий прибор в мою коллекцию. Это радиометр карманный РК-01. Я давно охотился за таким экземпляром, и вот, наконец-то, удача, прибор у меня. Однако вы и сами видите, что состояние радиометра на троечку с минусом. Корпус очень сильно потрепан. С нижней стороны краска стерта почти в ноль вместе с грунтовкой. Шторка ободрана. На верхней стороне состояние получше, но на корпусе мы видим множество царапин, вмятин, какие-то надписи. Карболитовые заглушки регуляторов диапазонов утеряны, вместо них вкручены винты. Впрочем, одна заглушка все же осталась, но и та сломана. Кожаный ремень превратился в твердый пластик, а кроме того он сломан пополам и скреплен винтом. Кнопка контроля питания не оригинальная. Часть винтов крепления корпуса утрачена. Ручка переключателя также утеряна. Вместо нее установлена условно подходящая по размеру, но не подходящая по способу крепления. Она не фиксируется. В общем, даже по внешнему виду понятно, что прибор эксплуатировался не просто активно, а беспощадно. Но тем не менее, давайте посмотрим, что у радиометра внутри. А внутри он сильно перекопан. Два счетчика не оригинальные, должны быть C1BG и C2BG, а вместо них стоят C10BG и C11BG. Они немного не соответствуют по размерам, но характеристики, к счастью, аналогичны. К сожалению, из-за того, что вот этот счетчик длиннее, в радиометре не нашлось места для второй внутренней стойки, с помощью которой скрепляются половинки корпуса. Ну и, соответственно, прижимной пластины для счетчика тоже нет, а сам счетчик припаян к соседнему. Остался, по крайней мере, один оригинальный электролитический конденсатор, а большинство конденсаторов уже заменены на более новые. Вообще эти конденсаторы столько не живут, и, скорее всего, данный электролит тоже нуждается в замене. Два транзистора тоже не родные, должны быть P14, а стоят MP40. Ну и диод также не оригинальный. Кнопка здесь установлена электрическая, с проводами, хотя конструктивно она должна быть механической. И вот тут должна быть пластинка, которая замыкает контакты при нажатии. Есть еще много следов пайки, что лишний раз подтверждает нелегкую жизнь радиометра. Чинили его многократно и явно не хотели отпускать на пенсию. Но забегая вперед, я скажу, что прибор, несмотря на проблемы, все-таки условно рабочий. Конечно, я не буду утверждать, что он функционирует в точности как задумано, однако я его уже проверил. Адекватная реакция на источник излучения есть на всех поддиапазонах. Поэтому я хочу его отреставрировать в меру возможности, а затем мы рассмотрим назначение радиометра РК-01 и его устройство. И заранее скажу, что конструкция прибора имеет много необычных и интересных моментов. У радиометра РК-01 оригинальная ручка металлическая и совсем не похожа на ту, с которой он ко мне приехал. К сожалению, поиски родной детали ничего не дали. А вот этот клювик сюда не подходит, так как он не фиксируется на валу переключателя, и им просто нельзя пользоваться. Поэтому я напечатал новую ручку на принтере, вплавил в нее резьбовую втулку, и получилась вполне рабочая деталь. Пока оставлю такой вариант, но может быть когда-нибудь удастся найти оригинальную ручку, либо сделать что-то более подходящее. Изготовив ручку, я обратил внимание, что после длительного простоя радиометр плохо выходит на рабочий режим питания. Как правило, это всегда связано с выработкой газоразрядного стабилитрона SG301S. Он очень долго зажигается, и поэтому при проверке питания стрелка зашкаливает, что говорит о том, что напряжение не стабилизировано. Дело в том, что стабилитрон тлеющего разряда, согласно паспортным данным, рассчитан на 1000 часов работы. Поэтому в приборах, которые активно использовались, данные компоненты уже выработали свой ресурс. И первым делом я заменю эту деталь. Процедура очень простая. Стабилитрон доступен без необходимости разборки. Поэтому отпаиваем его выводы и выталкиваем наружу. Новую деталь вставляем на место старой и припаиваем выводы.
Помимо замены стабилитрона, я поменял оставшиеся электролитические конденсаторы на новые. Старые уже совершенно непригодны, они давно высохли и потеряли свою емкость. Поэтому хоть и жалко было с ними расставаться, но эта операция необходима. Кстати, оказалось, что они уже тоже не оригинальные. Один 71 года, другой 67-го. А вот эти конденсаторы оказались полностью исправными, поэтому их я менять не стал. В итоге, после замены деталей, радиометр наконец-то заработал должным образом. Теперь при проверке питания стрелка плавно и без зашкаливания перемещается за красную отметку и медленно возвращается в начальное положение, а прибор сразу же после включения готов к работе. А раньше его нужно было много раз включать-выключать, ждать, надеяться. В общем, радиометр скорее не работал, чем работал. Теперь обратим внимание на винты, выполняющие роль заглушек. Оригинальные заглушки выполнены из карболита, но 3 из них утеряны полностью, а одна осталась, но ее головка сломана. Винтам тут совсем не место, поэтому я напечатал на принтере 4 новые резьбовые заглушки, и они выглядят практически как штатные. Оригинальный ремешок реставрации не подлежит, поэтому я сделаю новый из искусственной кожи. Кожа здесь используется твердая, и есть предположение, что ремень применяется в том числе как подставка, когда прибор лежит на столе. Но такую же грубую мне найти не удалось, поэтому придется воспользоваться тем, что есть. Кроме искусственной, у меня есть еще полоска из натуральной кожи, поэтому я решил сделать еще и такой вариант. Хотя настоящая кожа еще более мягкая, чем кожзам. Но я посмотрю, что мне больше понравится. Теперь я хочу отреставрировать корпус. Прежде всего нужно будет удалить старую краску с нижней части корпуса и выправить вмятины. Затем я подготовлю поверхность и покрою ее сначала кислотным грунтом, а потом заполняющим. Где-то придется использовать шпатлевку. После этих операций можно будет покрасить корпус. С верхней частью будет почти все то же самое, но здесь есть маркировка, поэтому я заклею ее скотчем, чтобы не закрасить, а потом придется докрашивать вручную. Конечно, радиометр не будет выглядеть как новый, но думаю, что его вид существенно улучшится. Заслонка бета-фильтра представляет собой хромированную латунную пластину. Вид ее очень потрепанный и надо как-то восстановить покрытие. К сожалению, хромировать деталь я не умею, но хочу попробовать покрыть ее никелем. Получится или нет, не знаю, буду пробовать. Идея с заклеиванием маркировки скотчем оказалась провальной и пришлось переделывать.
Гораздо удачнее оказался способ с полным закрашиванием верхней панели, а канавки символов можно процарапать по новой. Было сложно, но результатом я очень доволен. Еще мне очень не нравится, что у радиометра отсутствует одна внутренняя стойка, из-за чего в верхней части корпус держится на единственном винте. Причина здесь в том, что первоначально в приборе использовался счетчик C2BG, он более короткий, а сейчас установлен C11BG, который на 1,5 см длиннее, и он перекрывает место расположения стойки. Поэтому когда-то ее удалили. Я долго думал, что с этим делать, хотел даже поставить счетчик C3BG, но он в несколько раз менее чувствительный, поэтому эта идея мне не понравилась. Но когда я отпаял счетчик, то выяснилось, что его можно немного отогнуть в сторону. Место здесь есть, хоть и впритык. Тогда стойка без проблем влезет на прежнее место. Надо будет припаять более жесткую проволоку, чтобы счетчик хорошо держался. Либо присоединю его к штатной клемме, а саму стойку я заизолирую. Оригинальная деталь алюминиевая, но я поставлю латунную, потому что у меня только такая. В общем, сначала я припаял счетчик к толстой проволоке, однако потом мне в голову пришла более правильная идея. Я установил на плату вот этот держатель и таким образом убил двух зайцев. Во-первых, освободилось место для стойки, а во-вторых, никакая пайка здесь более не нужна. Счетчик теперь легко вставлять и вынимать. Затем я прикрутил стойку на место, и теперь корпус можно будет полноценно скрепить с помощью всех 4 винтов. Кроме того, я успешно покрыл никелем пластинку бета-фильтра, она больше не облезлая. Никель, конечно, не блестит, как хром, но все равно это значительно лучше, чем было. Ну что же, друзья, после реставрации мой радиометр существенно преобразился, а плюс к тому я сделал для него руководство по использованию на основе оригинальной брошюры. Мы рассмотрим его попозже. А сейчас познакомимся с назначением прибора. РК-01 предназначен для контроля радиационной безопасности по гамма и жесткому бета-излучению в лабораториях, на производстве, а также в полевых условиях. Разработан он был в Институте биофизики в Москве. Первые приборы РК появились в 1958 году и производились по крайней мере до 60-го года. Мне даже удалось выяснить имя разработчика. Это кандидат технических наук Виктор Васильевич Маркелов. А производство находилось на московском заводе номер 642, который до сих пор существует и называется машиностроительный завод «Вымпел». В августе 1946 года под руководством Игоря Курчатова была организована радиационная лаборатория в целях создания безопасных условий труда в атомной промышленности. Лаборатория затем была преобразована в Институт биофизики. В задачу института входило обеспечение радиационной безопасности персонала, занятого в атомном производстве на всех его стадиях. Это включало разработку приборов дозиметрического контроля, норм радиационной безопасности, организации режима труда и отдыха персонала в условиях атомного производства. А также в институте создавали средства специальной защиты от многих видов излучения и разрабатывали методы профилактики и лечения радиационных поражений. И я думаю, что непосредственно вот этот прибор, который находится у меня в руках, повидал столько радиации, что обычному человеку даже представить сложно. А какие задачи и в каком количестве были выполнены с его помощью, мы можем только предполагать. На всякий случай успокою радиофобов, радиационных загрязнений на радиометре нет. Он мною тщательно отмыт, проверен и никак не фонит. В конце 50-х годов основная часть радиометров была довольно габаритная, хотя технология уже позволяла создавать компактные приборы, которые удобно было бы носить с собой. Здесь еще надо отметить, что в те годы вся лабораторная дозиметрическая аппаратура представляла собой приборы на основе ионизационных камер.
Примером подобного устройства является микрорентгенметр МАК. А вот РК-01 был первым портативным прибором, где использовались галогенные счетчики. Сложно сказать, насколько были востребованы такие радиометры, однако РК-01 производился в течение 3 лет, а после него появился прибор РК-02, созданный в том же Институте биофизики. Причем он выпускался вплоть до конца 80-х годов. Кстати, на канале Викидсик есть очень хороший обзор РК-02. Ссылку я оставлю в описании под видео. Радиометр карманный РК-01 – это малогабаритный прибор массой всего 650 грамм и размерами 170 на 80 на 50 мм. Он имеет 4 рабочих диапазона измерения гамма-излучения от 0 до 1 микрорентгена в секунду до 10, 100 и 1000 микрорентген в секунду. А также радиометр пригоден для измерения бета-загрязненности поверхностей от 0 до 100 частиц на квадратный сантиметр в секунду и потоков бета-частиц до 35 частиц на квадратный сантиметр в секунду. Прибор обладает очень небольшой погрешностью на всех диапазонах, не более 10%. Питание осуществляется от одного 1,5-вольтового элемента типа размера 373, а продолжительность работы составляет до 200 часов. РК-01 работает при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов и при влажности до 98%. Хотя надо сказать, что никакой герметичностью он не обладает и от пыли также не защищен. Внутри у радиометра размещены 3 счетчика различной чувствительности. Это СТС-5, С1БГ и С2БГ, благодаря чему прибор способен работать в таком широком диапазоне измерений. На лицевой панели находится измерительный прибор, это микроамперметр М592, кнопка контроля питания, заглушки регуляторов диапазонов и переключатель рабочих диапазонов. Шкала прибора отградуирована в микрорентгенах в секунду, что весьма непривычно, однако мы помним, что РК-01 был спроектирован с уклоном на лабораторное использование. В нижней части мы видим гравировку с наименованием модели радиометра, годом выпуска и номером. С левой стороны расположен батарейный отсек, который закрывается закручивающейся алюминиевой крышкой. Сюда устанавливается один элемент типа 373, который размещается плюсом наружу. С боков корпуса находится крепление для ремня, который изготовлен из искусственной кожи. Ремень нужен в основном для страховки, когда прибор находится в руке. А также с его помощью можно переносить радиометр. Кстати, сам РК-01 поставлялся в специальном кожаном чехле. На задней крышке прибора имеется бета-окно, которое закрывается латунной шторкой. Окно расположено напротив высокочувствительного счетчика СТС-5, который способен работать с жесткой бетой. Чтобы включить прибор, необходимо повернуть переключатель и выбрать любой необходимый диапазон измерений. При включении мы сразу же слышим знакомый свист работы блокинг-генератора. С помощью кнопки К осуществляется контроль напряжения элемента питания. Стрелка должна отклониться за красную метку на шкале. Метка соответствует напряжению 1,1 вольта, и если стрелка не доходит до этой черты, то батарейку необходимо заменить. Напомню, шкала отградуирована в микрорентгенах в секунду, и если перевести их в микрорентгены в час, то на первом диапазоне самая первая отметка обозначает 0,04 микрорентгена в секунду, либо же 144 микрорентгена в час, а полная шкала 3600 микрорентген в час. На последнем же диапазоне предел и вовсе 3,6 рентгена в час. То есть для измерения околофоновых значений РК-01 совершенно непригоден. И это неудивительно, радиометр был предназначен для серьезных лабораторных исследований. Однако на слабое излучение он все же реагирует. Это у меня цезиевый источник, он выдает где-то 60-80 микрорентген в час. И вот на шкале мы примерно столько и видим.
В руководстве не упоминается, каким образом следует измерять бета-излучение от объекта. Но очевидно, что такое измерение можно производить только со счетчиком СТС-5, то есть на первом диапазоне при открытой шторке. Вся шкала при этом принимается за 100 частиц на квадратный сантиметр в секунду. Давайте откроем шторку и поднесем какой-нибудь бета-источник. И вот мы видим, как прибор дает некоторые показания. Учитывая, что урановое стекло практически не излучает гамму, можно оценить плотность бета-потока в 10 частиц на квадратный сантиметр в секунду, или же 600 частиц в минуту. Давайте сравним с другим радиометром. Как видите, результат очень близкий. Возьмем теперь гамма-источник, и здесь нам понадобится уже диапазон умножить на 10. Прибор показывает мощность дозы примерно 2 микрорентгена в секунду. А чтобы испытать третий и четвертый диапазоны, необходим еще более сильный гамма-источник, которого у меня нет. Поэтому мы проверим их после разборки прибора, но зато с бета-источником. Давайте познакомимся с принципиальной схемой и внутренним устройством радиометра РК-01. Здесь есть несколько очень интересных особенностей. Схема прибора довольно простая. В левой части имеется блокинг-генератор, который преобразует напряжение от батарейки в высоковольтное. Здесь нас ждет первый интересный момент, который пока ни разу не встречался в других радиометрах. После трансформатора мы видим удвоитель напряжения, собранный на двух силиндровых выпрямителях и двух конденсаторах. То есть трансформатор не выдает сразу 400 вольт, необходимых для питания счетчиков, а выдает условные 200 вольт, которые умножаются в 2 раза, и только потом полученное напряжение стабилизируется с помощью газоразрядного стабилитрона SG301S. Давайте найдем все эти детали на плате. Это трансформатор, транзистор блокинг генератора. Здесь выпрямительный диод. Вот два селеновых выпрямителя АВС-1000. Один из конденсаторов, а второй в глубине. Ну а это знакомый нам стабилитрон. Дальше на схеме мы видим 3 счетчика Гейгера с разной чувствительностью. При прохождении импульса через счетчик подзаряжается соответствующий конденсатор. Параллельно конденсатору подключен высокооhмный резистор, через который происходит разряд конденсатора. Интересно здесь то, что во всех других радиометрах, которые нам известны, калибровка диапазонов осуществляется с помощью подстроечных резисторов, а у РК-01 она реализована через подстроечные конденсаторы. У последнего счетчика таких конденсаторов 2 для третьего и четвертого диапазонов. При включении диапазона умножить на 100 конденсаторы работают параллельно, и их емкость суммируется, а резистор здесь один. И вот так эти элементы выглядят вживую. Следующая интересная особенность – это переключатель режимов. Мы привыкли к галетным переключателям, но в РК-01 он совсем не такой. На схеме жирной линией обозначены металлические пластины, которые замыкают те или иные контакты при вращении переключателя. Вот как выглядит этот механизм. Вы видите две полукруглые латунные пластины, а с боков размещены подпружиненные контакты, которые замыкаются при переключении. Эта часть включает питание прибора, а эта подключает счетчики. Если посмотреть на схему внимательнее, то мы увидим, что при включении первого диапазона будут активированы все 3 счетчика в параллельном режиме. На втором будут работать Си1БГ и Си2БГ, ну а на остальных только Си2БГ. Сделано это для того, чтобы избежать обратного хода стрелки при переоблучении, когда счетчики СТС-5 и Си1БГ переходят из импульсного режима в токовый. Ну а дальше ток идет в блок усиления, работающий на 2 транзисторах, после чего поступает на микроамперметр. Вот эти транзисторы на плате.
Интересно, что в целях компактности у микроамперметра привычные контактные шпильки убраны, а провода выходят сбоку. И, наконец, счетчики Гейгера. Их здесь 3. Самый чувствительный – это STS-5. Он работает на первом диапазоне как с гамма, так и с бета-излучением. Второй счетчик – это C1BG, либо же его аналог CE10BG, как у меня. Это счетчик средней чувствительности для мощности излучения до 1,5 рентген в час. И самый грубый – счетчик C2BG, или как здесь, аналогичный ему C11BG, способный регистрировать излучение до 50 рентген в час. И давайте проверим работу РК-01 на двух последних диапазонах. Еще раз напомню, что при этом задействован только счетчик C2BG, вместо которого в моем радиометре трудится счетчик C11BG. На диапазоне умножить на 100 контрольный источник ожидаемо вызывает зашкаливание. На диапазоне умножить на 1000 мы видим показания, примерно соответствующие 3 рентгенам в час, что очень близко к истине, так как другие приборы где-то так этот источник и определяют. В общем, схема оказалась крайне необычная, я подобную встречаю впервые, поэтому для меня это было очень интересно. Теперь предлагаю познакомиться с руководством по эксплуатации прибора РК-01. Оно представляет собой небольшую книжечку, и в оригинале она чуть меньше, чем получилось у меня. Но в остальном я все очень точно перепечатал и перерисовал. В самом начале мы видим описание назначения радиометра и его технические характеристики. Далее следует очень интересное и полезное описание работы электронной схемы прибора. После идет глава, посвященная работе с радиометром. Как всегда, имеется краткий список неисправностей, а также принципиальная схема РК-01. И в конце находится график нелинейности показаний на последнем диапазоне. Ну и паспорт прибора. Мы познакомились с еще одним уникальным образцом советской атомной науки. Я очень доволен тем, что наконец-то удалось приобрести РК-01, пусть даже в таком изношенном состоянии. В данном случае я не отношу его проблемы к недостаткам. Радиометр очень усердно трудился, очевидно, приносил много пользы. И с его непосредственной помощью развивалось то дело, которому он служил. И надо сказать, что большинство из дошедших до наших времен РК-01 также довольно сильно потрепаны жизнью. Где-то их чинили, где-то дорабатывали под свои задачи. Лишь один РК-01 удалось найти в девственном виде. Ему повезло, и он попал в музей. Я тоже приложил руку к своему прибору, починил ему схему питания, навел порядок со счетчиками, восстановил отсутствующие детали и отреставрировал корпус. Будет очень интересно, если вы поделитесь своими эмоциями от РК-01 в комментариях. Напишите, что показалось вам необычным и удивительным. А на этом я прощаюсь. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч!